Здравствуйте, мои дорогие зрительницы, рукодельницы. Меня зовут Елена Ермина, и я рада вас приветствовать на своем канале по вязанию. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. Также я вас приглашаю на мой второй канал, канал для женщин, который называется Елена Ермина Бьюти. Ссылочку на мой второй канал я оставлю в всплывающей подсказке, а также в описании под этим видео. Проходите, подписывайтесь, я буду очень-очень рада. Как я вчера и обещала, сегодня хочу вам показать, как вяжется узор кокетки. Будем вязать его и разбирать принцип вязания по кругу. Также поделюсь с вами схемами вязания. Вязать я буду из пряжи Бомбина от Comtex. Пряжу я эту заказывала в интернет-магазине пряжа.онлайн. Всю информацию по пряже и полный подробный обзор вы можете посмотреть в видео. Ссылочку на видео я также оставлю в описании под видео и всплывающей подсказки. Ходите, смотрите, если вас заинтересовала пряжа, из которой можно связать данную модель джемпера кофточки. В данном видеоуроке я только буду разбирать, как вяжется узор кокетки ажурный по кругу. Покажу вам и расскажу принцип вязания. Если вы хотите, чтобы я сняла подробно обучающий мастер-класс по вязанию данной модели джемпера, то напишите об этом в комментариях и поставьте лайк. Пальчик вверх, если видео наберет 10 тысяч лайков, то я обязательно сниму подробно обучающий мастер-класс для начинающих рукодельниц, каким образом связать данную модель джемпера. К сожалению, не на все модели я могу готовить бесплатно обучающие мастер-классы, так как этот процесс очень трудоемкий и занимает очень много времени на подготовку материала, съемки видео и также монтаж. Надеюсь на понимание, но в случае, если будет 10 тысяч лайков, пальчиков вверх, и я увижу, что вы заинтересованы в вязании данной модели кофточки, то я буду снимать подробно обучающий мастер-класс для начинающих рукодельниц. Будем вязать джемпер от начала и до конца. Вязать узор я буду вот по этой схеме. Схема будет прикреплена в конце видео, также демонстрироваться по ходу процесса вязания. Мы будем с вами вязать, здесь получается первый, второй, третий ряд. Он у меня будет в узоре первым, а вот этих два ряда, они переходные от резинки, которая обвязана горловина джемпера. Пряжа для вязания бомбина от Comtex 150 метров в 50 граммах. Я буду вязать крючком 2,5, также можно вязать крючком номер 2 и 2,25. Эта пряжа идеально подойдет для вязания данной модели джемпера. Ссылочку на пряжу и на интернет-магазин я также оставлю в описании под этим видео. Проходите, смотрите, выбирайте любую пряжу, которая вам понравится. И приступаем к вязанию первого ряда. У меня будет первый ряд, а по схеме это третий ряд. Первый, второй, третий. Вот этот ряд мы сейчас будем с вами вязать из воздушных петелек. И далее я набираю 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Четвертую петельку, вот 1, 2, 3, в четвертую провязываю столбик с одним накидом. С учетом 3 петелек подъема у меня провязано 2 столбика с одним накидом. В следующую петельку цепочки провязываю по счету 3 столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. И здесь я пропускаю 1, 2 петельки, в третью петельку цепочки провязываю 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. 1, 2. Пропускаю 1 петельку цепочки и во вторую петельку цепочки провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Пропускаю 1, 2, 2 петельки и в третью петельку провязываем 1 столбик с одним накидом. В следующую петельку провязываю 2 столбик с одним накидом и в следующую петельку провязываю
третий столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Пропускаю 1, 2, 2 петельки, в третью петельку цепочки провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку из 2 воздушных петелек. Пропускаю 1 петельку цепочки. В основании второй петельки провязываю 1 столбик без накида. Набираю цепочку 1, 2, 3 воздушных петельки. Пропускаю 1, 2, 2 петельки. В третью петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. В следующую петельку провязываю 2 столбик с одним накидом. И в следующую петельку цепочки провязываю 3 столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Пропускаю 1, 2, 2 петельки. В третью петельку цепочки провязываю 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. Пропускаю 1 петельку цепочки. В следующую петельку провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. И сейчас мы с вами соединяем вот этот конец ряда с началом ряда. Замыкаем вязание в круг. Я в третью петельку 1, 2, 3 цепочки провязываю 1 соединительный полустолбик без накида. Здесь оставляю 2 петельки, даже можно, да, 2, здесь цепочку распускаю и соединяю вот этот нижний край вот таким образом. Это обычно я всегда так вяжу. Набираю цепочку произвольного размера, а потом уже на эту цепочку накладываю первый ряд узора. То есть я никогда не считаю количество петель. Если вам неудобно вязать по моему принципу, то для вязания образца, состоящего из 3 раппортов, вы набираете цепочку 30 воздушных петелек и потом еще 3 петельки подъема. Цепочка, вот здесь у нас длина цепочки 30 воздушных петелек. Мы с вами будем вязать 3 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Значит, 1 раппорт в ширину у нас состоит из 10 петель. И счет мы будем с вами раппорта делать от вот этого столбика первого с одним накидом до следующего столбика с одним накидом. Здесь вот этот отрезок у нас состоит из 10 петель. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель — это ширина одного раппорта. Вот у нас раппорт у нас состоит из 10 петель, и в него входит в раппорт 3 столбика с одним накидом и 1 арочка, 2 арочка, 3 арочки из цепочек воздушных. Надеюсь, я понятно объяснила. Сейчас мы будем с вами вязать второй ряд по кругу. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. И в вершину второго столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. В вершину третьего столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю по счету 3 и 4 столбик с одним накидом. Оба столбика вяжутся в вершину третьего столбика с одним накидом с общим основанием. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. И в арочку цепочки, там, где мы с вами вязали 2 воздушных петельки, вот эту арочку пропускаем. В следующую арочку провязываем 1 столбик без накида. Это по счету у нас вторая арочка. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в вершину первого столбика с одним накидом предыдущего ряда мы провязываем первый и второй столбик с одним накидом с общим основанием. В вершину второго столбика мы
провязываем по счету третий столбик с одним накидом. Вершину третьего мы вяжем с вами 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Это у нас по счету получается 4 и 5 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки, это у нас будет повторяться раппорт, и в арочку цепочки из 2 петель провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. Вершину первого столбика с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом, первый и второй. Вершину второго столбика с одним накидом провязываем по счету третий столбик с одним накидом, а вершину третьего столбика мы вяжем 4 и 5, оба столбика вяжутся с общим основанием. Три воздушных петельки. 1, 2, 3. В арочку цепочки из 2 петель провязываю 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Там, где у нас было связано 3 петельки подъема, вот в эту третью петельку подъема предыдущего ряда, мы провязываем с вами 1 столбик с одним накидом. Давайте поближе вам покажу. И соединяем ряд с началом вязания. В третью петельку подъема 1, 2, 3. Уже второго ряда я провязываю 1 соединительный полустолбик без накида, вот таким образом. Все, соединили с вами вязание, связали 2 ряда по кругу. Также можно вязать поворотными рядами по кругу, но поворотными рядами. Но если вязать все время по часовой стрелке, то узор будет гораздо смотреться симпатичнее. К вязанию третьего ряда набираю цепочку из 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в вершину вот этого столбика, это у нас будет второй по счету, провязываем 1 столбик с одним накидом. В вершину третьего столбика провязываем по счету 2 столбик с одним накидом. И в вершину четвертого провязываем по счету 3 столбик с одним накидом. Далее переходим к вязанию уже второго раппорта. Пропускаем вот эти арочки из цепочек и вяжем вершину столбика с одним накидом 1 столбик с одним накидом. В следующую вершину столбика провязываем 2 по счету столбик с одним накидом. Вершину третьего мы вяжем с вами по счету 3 столбик с одним накидом. Далее набираем цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И опять же в вершину третьего столбика с одним накидом вяжем 1 столбик с одним накидом. Следующую вершину вяжем по счету 2 столбик с одним накидом. И в следующую вершину столбика предыдущего ряда вяжем 3 столбик с одним накидом. Всего у нас связано 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот здесь вот цепочка из 5 воздушных петелек. Переходим к вязанию следующего раппорта. Пропускаем вот эти арочки цепочек. И вершину первого столбика с одним накидом провязываем 1 столбик с одним накидом. Вершину второго столбика провязываем 2 столбик с одним накидом. Вершину третьего провязываем 3 столбик с одним накидом. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в эту же вершину
третьего столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем еще один столбик с одним накидом. В следующую вершину провязываем второй столбик с одним накидом, и в крайний столбик слева провязываем по счету третий столбик с одним накидом. Все связали. Мы с вами уже по счету третий раппорт. И довязываем вот этот первый раппорт. У нас здесь осталось связать еще 2 столбика с одним накидом. Вершину вот этого первого столбика с одним накидом я провязываю 1 столбик с одним накидом. Далее вот в это место я провязываю, сейчас поближе вам покажу, второй столбик с одним накидом. И соединяем вязание. Отсчитываю 1, 2, 3. В третью петельку подъема провязываю 1 соединительный полустолбик без накида. Вот таким образом. Все, связали с вами уже 3 ряда. Давайте я вам поближе покажу, вот как закончить ряд. Далее приступаем к вязанию следующего ряда. Это у нас будет 4-й ряд. Для этого я перейду при помощи соединительных полустолбиков без накида в начало вязания ряда. Таким образом, в первую петельку цепочки провязываю 1 соединительный полустолбик без накида. Все, перешли к началу вязания 4-го ряда. Набираю цепочку из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. И в основании вот этой петельки, второй по счету, вяжем 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же петельку вяжем второй столбик с одним накидом. С учетом 3 петель подъема у нас связано 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька. Пропускаю вот эту петельку и в основании следующей провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В эту же петельку провязываю еще 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В следующую петельку вяжем, это у нас 5-я петелька цепочки, 6-й по счету столбик с одним накидом. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков с одним накидом. Между столбиками вяжется по 1 воздушной петельке. 1 воздушная петелька, и здесь, там где у нас между 3-м и 1-м столбиком с одним накидом, провязываем 1 столбик без накида. 1 воздушная петелька. Сейчас я вам покажу более упрощенный вариант. Мы все 6 столбиков с одним накидом вяжем в эту арочку. Между столбиками у нас вяжется по 1 воздушной петельке. 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. 4 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. 5 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька и 6 столбик с одним накидом. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков с одним накидом, 1 воздушная петелька. И между вот этими 1, 2, 3 и далее 1, между 3-м и 1-м провязываем 1 столбик без накида. И приступаем к вязанию следующего раппорта. 1 воздушная петелька. В арочку цепочки мы провязываем с вами 6 столбиков с одним накидом. Между столбиками вяжем по 1 воздушной петельке. 1 воздушная петелька. Далее вяжем 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вяжем 3 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вяжем 4 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. Вяжем 5 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька и вяжем 6 столбик с одним накидом.
Далее 1 воздушная петелька между третьим и первым, провязываем 1 столбик без накида. 1 воздушная петелька и соединяем 4-й ряд. Я провязываю вот 1, 2, 3 в 3-ю петельку подъема 1 соединительный полустолбик без накида. Все, связали мы с вами 4 ряда узора. Давайте вам поближе покажу. Приступаем к вязанию 5-го ряда. Набираю, то есть переходим в начало вязания 5-го ряда, вот в эту первую петельку воздушно провязываю 1 соединительный полустолбик без накида. Из нее набираю 2 воздушных петельки и вяжем 1 пышный столбик из 3 протяжек. И соединяем. У нас получилось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петелек на крючке, и вот эти 7 петелек соединяю вместе. Провязываю 2 воздушных петельки в следующую петельку между столбиками. В основании этой петельки провязываем 2 пышный столбик с 3 протяжками. Вот смотрите, 1 накид на крючок. Между столбиками захватываю крючком рабочую нить, делаю протяжку, накид на крючок, это у нас 1 протяжка, захватываю нить, вывожу ее, это у нас 2 протяжка, 1 накид на крючок, захватываю рабочую нить, вывожу ее на себя, 3 протяжка, связали 3 протяжки, и у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петелек на крючке соединяю при помощи рабочей нити, все 7 петелек в одну. 2 воздушных петельки. И далее вяжем таким образом пышные столбики в каждую петельку одного раппорта. Сейчас мы с вами свяжем и посчитаем, сколько у нас их должно быть. Так, провязала. Так, у меня здесь какой-то маленький. Давайте проверим. Давайте снова 1 накид на крючок, 1 протяжка, накид на крючок, 2 протяжка, накид на крючок, 3 протяжка. Все, связали 3 протяжки, 7 петелек на крючке. Соединяем вместе 2 воздушных петельки. Далее мы вяжем между столбиками снова 1 пышный столбик с 3 протяжками. Две воздушных петельки. И заканчиваем вязать. Это у нас будет по счету 5-й. 1, 2, 3, 4, 5-й пышный столбик мы вяжем. И у нас в одном элементе получается мы должны связать 5 пышных столбиков. Вот у нас связан 1 элемент, и на вершине вот этого элемента 1, 2, 3, 4, 5 пышных столбиков. Теперь мы переходим сразу же к вязанию 2-го элемента, и у нас в вершине вот этого 2-го элемента тоже будет связано 5 пышных столбиков. Между 1-м и 2-м столбиком с 1 накидом предыдущего ряда мы вяжем с вами пышный столбик с 3 протяжками. Между пышными столбиками всегда не забываем провязывать по 2 воздушных петельки. 1, 2. Между 2-м и 3-м столбиком с 1 накидом предыдущего ряда вяжем 2-й по счету пышный столбик с 3 протяжками. 2 воздушных петельки между 3-м и 4-м столбиком
вяжем по счету третий пышный столбик с 3 протяжками. 2 воздушных петельки. Далее мы вяжем между 4 и 5 столбиком с одним накидом 1 пышный столбик с 3 протяжками, между столбиками пышными 2 воздушных петельки. И заканчиваем вязать вот этот элемент, вяжем 5 пышный столбик. Он у нас вяжется между 5 и 6 столбиком с одним накидом предыдущего ряда. Все, провязали с вами уже 2 раппорта. Эти вот какие у нас получается, поближе вам хочу показать. Объемный такой узор. И давайте закончим вязать ряд. Вершину следующего вот этого элемента мы ее обвяжем при помощи вот этих пышных столбиков с 3 протяжками. Между первым и вторым столбиком провязываю пышный столбик, 2 воздушных петельки. Дальше между вторым и третьим провязываем пышный столбик с 3 протяжками, 2 воздушных петельки. Между третьим и четвертым столбиком провязываем пышный столбик, 2 воздушных петельки. Далее между столбиками вяжем 4 пышный столбик, 2 воздушных петельки, и между 5 и 6 вяжем 5 пышный столбик с 3 протяжками и соединяем вязание. Вот в эту петельку, в третью петельку подъема провязываю 1 соединительный полустолбик без накида, так же как мы вязали в предыдущих рядах. Связали мы с вами основной узор кокетки. Таким образом она выглядит. А сейчас мы сделаем с вами, провяжем ряд. Это переходный ряд от узора кокетки к основному узору кофточки. Основной узор кофточки можно связать либо столбиками с одним накидом, с 2 накидами, либо подобрать какой-нибудь другой такой плотный либо ажурный узор на ваш выбор, на ваше усмотрение. Приступаем к вязанию 6-го ряда, и этот ряд у нас будет переходный. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь мы будем все время между пышными столбиками вязать по 1 столбику с одним накидом, между столбиками с одним накидом 2 воздушных петельки. То есть вот смотрите, между первым и вторым пышным столбиком я провязала 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. Между вторым и третьим пышным столбиком провязала 1 столбик с одним накидом, 2 воздушных петельки. Далее вот между пышными столбиками мы вяжем по 1 столбику с одним накидом, а между столбиками всегда 2 воздушных петельки. Вот здесь вот мы пропускаем, ничего не провязываем, а следующий столбик с одним накидом уже вяжем между первым и вторым пышным столбиком 2-го раппорта. Вот у нас 1-й раппорт, 2-й раппорт, и вот здесь вот мы провязываем с вами 1 столбик с одним накидом. Давайте поближе вам покажу. Получается, между 5-м и 1-м мы не провязываем.
столбик, а вяжем только после первого и второго. 2 воздушных петельки и опять же между пышными столбиками вяжем по одному столбику с одним накидом. И не забываем всегда провязывать между столбиками по 2 воздушные петельки. Так, здесь опять вот мы довязали до конца второго раппорта, и между пятым и первым ничего не провязываем, а вяжем столбик с одним накидом между первым и вторым пышным столбиком. 2 воздушных петельки и вяжем до конца ряда. И соединяем ряд. 2 воздушных петельки, отсчитываю 1, 2, 3, третью петельку подъема, и в основании третьей петельки провязываем 1 соединительный полустолбик без накида. Вот таким образом. Все, связали 6 рядов. Таким образом выглядит узор. В этом видеоуроке, мастер-классе, мы с вами научились распределять раппорты, также определили количество петель в раппорте. Узор кокетки состоит из, получается, 8 рядов, но мы с вами связали с 3 по 6 ряд. И далее вы уже выбираете узор и продолжаете вязать джемпер, кофточку. Любой узор здесь подойдет в зависимости от того, какой вам больше понравится и какой вы больше предпочитаете, ажурный либо плотный. Можно связать просто основное полотно джемпера столбиками с одним накидом, либо без накида. Можно даже связать скрещенными столбиками с одним накидом, тоже будет очень красиво смотреться. Повторю, цепочка для образца. У меня было набрано 30 воздушных петелек, 3 петельки подъема. Раппорт у нас состоит из 10 петель. И связали мы в ширину 3 раппорта. По 10 петель, всего 30 петель у нас задействовано было. И напоминаю, что если вы хотите связать данную модель джемпера, кофточки вместе со мной под моим руководством, будем вязать от начала и до конца, то жду от вас комментарии под этим видео, также пальчики вверх, классы. Если наберется 10 тысяч классов, то я обязательно сниму подробный обучающий бесплатный мастер-класс по вязанию данной модели джемпера. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. И не забывайте подписываться на мои каналы. Я также приглашаю вас подписаться на мой второй канал, который называется Елена Ермина Бьюти.